Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 октября. Знаки судьбы, события будущего в первую декаду, с 1 по 10. Итак, октябрь месяц, самое начало, что прояснится. И астрологически у нас, правда, период, как и октябрь где-то, так и ноябрь, когда мы что-то обустраиваем, проясняем. Даже, может быть, те вопросы, которые очень уже тянулись длительное количество времени. Это может быть связано с тем, что какая-то запутанная ситуация, может быть, и замшелая. Знаете, когда вы даже не надеялись, что какой-то вопрос решится. Может быть, вы когда-то прежде с чем-то согласились и были вынуждены, ну, вот оставить все как есть и сказать себе: "Да ладно, вот не бейся, не пытайся словно пробить эту, стену, потому что ничего не получается". Может быть, это было связано с разного рода персонажами, я такое не исключаю. Все решают люди. И неважно, где эта персона была, личной жизни или это был какой-то вопрос работы или каких-то документов. Словом, что прояснится с 1 по 10 октября? Первые 3 карты на колоде: 78 дверей, метафорические карты, открытые двери или закрытые двери. А куда-то мы сами не пойдем. Вот именно двери олицетворяют решение тех или иных вопросов. Вот где вы будете принимать важное решение? Знаки судьбы. Давайте положим так, как 3 знака судьбы. С чем придется, может быть, доведется разбираться, раскручивать какую-то ситуацию. Основная задача на октябрь и ноябрь — обрести, а если не обрести, то упрочить свой островок личной безопасности. И это в целом благополучие, вопросы дома, нашего личного, может быть, статуса, личной жизни. И как мы это в прогрессе видим. И первая карта: что прояснится? Что же у вас прояснится, мои дорогие тельцы? Что уйдет? А что придет взамен? По основным сферам жизни: любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Финансовая сфера и сфера дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы или согласования. Итак, первый знак судьбы. В чем вам придется, ну вот точно, до видео я сказала, да, какие-то ситуации, когда были закрыты двери. Может быть, некоторые двери не то, что они откроются, а вы, мои дорогие тельцы, какой-то вопрос, ну, как знаете, из разряда кончилось терпение. Вот именно то, чего вы ждали, вы уже в этом, может быть, как крест поставили, сказали: все, я туда больше не пойду ни ногой, но и не соглашусь, и начали действовать как-то по-другому. Или у кого-то наоборот, бездействие. Если прежде вы принимали активное участие, кому-то что-то доказывали, а здесь нет, я складываю оружие, я больше сюда в этом направлении не трачу свою энергию. Я ведь могу точно так же сказать: пятерка мечей, хоть и говорят первая победа. Может быть, это чья-то была м, победа другого человека, а вы вынуждены были именно согласиться. Так вот теперь, видимо, какая-то ситуация словно переворачивается, и она перевернется в вашу пользу. Больше справедливости, больше возможностей. Вам как высшие силы могут помогать, чтобы все же эта справедливость была, ну, как восторжествовала. Может быть, не то, что эти двери откроются. Они, может быть, и не откроются, но вам теперь это не важно, потому что как новая жизненная эпоха или новый виток реальности. Это уже то, что случилось. У кого-то ведь по документам тоже может быть, словно дверь, да, закрыта, ты заново не перепишешь. Но уже есть какой-то факт, может быть, этот факт не просто что-нибудь, а, как знаете, какое-то юридическое даже доказательство, да? И вот то, что изложено на бумаге, говорят же, то, что написано пером, не вырубишь топором. Вот что-то такое тут тоже может проиграться. И то, что вам когда-то мешало или, знаете, как препятствовало чему-то, были вот эти закрытые пути, теперь может обернуться таким образом, что вот этот закрытый путь, который был когда-то для вас, теперь переворачивается и закрыт для кого-то другого. Вот такие жизненные метаморфозы, они будут. Но в любом случае, чего это касается карты, как знаки судьбы, все же договариваться вам придется.
Или, скорее всего, это ведь та история, которая тянется из прошлого. И значит, у вас есть возможность и ее разрешить, и в чем-то поставить точку. Причем это то, что где-то граничило, как вы это ощущать могли, допустим, как предательство. Или пусть не предательство, но может быть и буквально бездействие каких-то персон, может быть и так. Когда вы могли где-то даже сожалеть о том, что вот нет справедливости. Вот я тут вижу. Это, знаете, своеобразная как реинкарнация. Вам действительно пространство Вселенной может помочь решить какую-то прежнюю проблему или вопрос. Вот такой знак судьбы. Но не, пусть это не на 100%, вот именно как вы что-то можете вернуть, да, ну, может быть, отчасти, я такое допускаю. Но ведь есть, что пятерка всегда недостаток. Поэтому, если как знак судьбы, все-таки этот недостаток мы исправляем. И теоретически нам действительно договариваться придется. Но в каких-то новых энергиях, тут, кстати, могут быть новости по пажу Пентакли, это всегда вести, какие-то документы или конкретная просьба человека, вполне конкретного, это как человек к вам с какой-то просьбой. И явно есть взаимодействие, потому что паж Пентакли предусматривает, ну, как какую-то новую сферу деятельности или какой-то вопрос. Мы там, может быть, не профессионалы, вам, походу, придется еще что-то узнавать, разузнавать, уточнять какую-то информацию. Есть интерес человека, конкретного. Вот вы с этим столкнетесь. В какой сфере областей жизни, я могу предположить, все-таки какая-то финансовая история или денежный вопрос. Может быть, у кого-то денежный вопрос, который связан с детьми, внуками, там, подрастающим в целом поколением. Но я могу допустить, что это какая-то вообще третья персона, но интерес, обратите внимание, как будто кто-то стучится в двери. Конечно, карта нам не говорит, это и мы можем в какие-то двери стучаться тоже, которые для нас неизведаны. И тогда и у нас какой-то будет хитромудрый план. Но и в ваши двери, мои дорогие тельцы, может словно кто-то постучаться, потому что есть определенный интерес, вот как этот запутанный предмет. Есть, по сути дела, тема, которую нужно решить. А как к этому подступиться, человек не знает. Может быть, и у вас есть эта тема. И вы будете пробовать разные новые методы для того, чтобы решить, в конце концов, этот вопрос. Повторюсь, что это каким-то образом увязано с деньгами. И от вас потребуется это как знак судьбы. Вот именно новые методы. Не так, как вы поступали прежде, а как-то вы будете решать эти темы финансовые совершенно по-другому. Может быть, и сама по себе внешняя ситуация. Мы ведь ожидаем, что могут меняться как электронные, цифровые какие-то системы взаиморасчетов. Может быть, элементарно у кого-то проиграется, когда вы должны это изучить, понять вообще, как это работает. Принцип сам, да, работы. Такое я тоже могу допустить. Или когда вы перестраиваете вообще свою финансовую ситуацию. Совершенно по-разному. Либо меняется, к примеру, у кого-то руководитель на работе, мы говорим, новая метла по-новому метет. Может быть, это раньше был как один оклад, а теперь что-нибудь раздробят. Все-таки уран, мои дорогие, пусть уран в близнецах, вот именно в этом месяце, но в вашем-то доме гороскопа это под прицелом и на долгий период времени будет. Во втором доме гороскопа это как раз финансы. Поэтому что-то вы тут будете реструктурировать по деньгам, факт, и узнавать что-то новое. Так, третий у нас знак судьбы, работы будет много, работать придется, ну, видимо, несмотря на какие-то шероховатости. Вот вы, наверное, я тут больше вижу, вы как вот этот профессионал-мастер. Обратите внимание, закрытых дверей нет. Сюда мы как будто достучимся, да, но такая двойственная карта, я вернусь еще, не сказала. Обратите внимание, человек в шутовском костюме. Это к вам могут, ну, на какой-то стриженной козе, будем говорить. Ну, извините за сленг, но я думаю, все зато меня правильно поняли. То есть пытается человек подойти, и вроде шутовской костюм, знаете, это так может быть так слегонца, как бы между прочим, а план-то все-таки свой есть. А может быть, и вам придется такие костюмы на себя примерять, пока вы разузнаете, разберетесь с каким-то вопросом. Заставляет жизнь действовать осторожно. Вот это факт. Так вот, мастер изображен, дверей закрытых нет. Как будто дверь стеклянная. Ну, мы можем лицезреть, что там происходит.
Мастер набивает своеобразное тату в виде головы архара на спину молодого человека. Остается загадкой, почему решил молодой человек обозначить себя таким знаком. Ну да ладно, мастеру все равно. Хочешь козла на спину? Пожалуйста, я тебе сейчас это обустрою. Я мастер, я не раздумываю о том, почему клиент что-то захотел. Захотел — получи. Я просто делаю хорошо свою работу. И не случайно дверь стеклянная, как будто ну, некоторая прозрачность, да, или как правда какая-то в работе, потому что, опять же, профессионал. Это знаете, как собака лает, караван идет. Ну, неважно, кто к этому относится. Я делаю свою работу так, как нужно, я делаю ее хорошо, я знаю свое дело, и я продолжаю. Поэтому это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, но иногда это карта рутины, поэтому работы будет много. Да и люди-то будут разные. Приготовьте себя внутренне к тому, что будут вам попадаться такие персонажи, которые вообще непонятно, что у него в голове, что он там думал. И да вы знаете, даже анализировать это не надо, мы делаем свою работу, мы не обращаем внимания на какой-то внешний антураж, на внешние, может быть, эмоциональные всплески людей, ну, неважно, как, у кого какое восприятие. Мы на это не влияем, воспитывать мы никого не будем, вот просто делаем свою работу и идем дальше. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот такие знаки судьбы. Что же у вас прояснится? Ух ты, здорово. Вопросы дома, конкретно дома. Может быть, это недвижимость, место проживания или планируемое место проживания, может быть, и перемещение. Нам карта не говорит, она просто говорит конкретно. Стены дома, дом, семья или домочадцы, или кто вхож в этот дом. И одновременно десятка пентаклей. Не только вот как будто есть те люди, есть, по сути дела, даже праздник, я бы сказала, но есть еще и денежная тема, и вот это все вместе в полном балансе. Вот что прояснится. Все то, что касается финансов, все то, что касается работы, личной жизни, дома, то целый спектр вопросов, мои дорогие. Причем ведь это итоговая все-таки карта, десятка. Поэтому какие-то итоги. Или, по крайней мере, вы будете видеть, к чему дело идет. Какой развязки с 1 по 10 октября. Здорово. Что идет? А вот какая-то тайна. Может быть, эта тайна как раз и вскроется, а может быть и не до конца. Вот, кстати, да, но, может быть, вы действуете как-то другими методами. Раньше вы уже были более, как вас можно было просчитать. Вы были более прогнозируемы для какого-то человека конкретного. А теперь загадка. И вот вы научились, может быть, перед вами какими-то с загадками либо с вами разговаривали, либо взаимодействовали. А теперь вы переворачиваете эту игру в другую сторону, в другую плоскость и на пользу себе. И теперь у вас загадок меньше, а вы загадка для окружающих. Хорошая, кстати, не случайно шутовской костюм. Вот вы не должны быть как открытая книга для людей. Поэтому, может быть, вы люди надежные, настойчивые. По вашему лицу точно, мои дорогие тельцы, не должны считывать, что вы собираетесь делать. И если перед вами раньше закрывали путь, может быть, это теперь вы перед кем-то закроете путь. Вот как двери, да? Потому что, уже как будто закончился период ожидания. Вы можете, кстати, тут какой-то, знаете, как метаморфоза может быть, когда вы перевернете некоторые ситуации с точностью до наоборот, на 180 градусов. И если это раньше вы были как вынуждены, да, ожидать, а теперь это от вас будут ожидать и думать, а что же от него ожидать завтра или от нее? Как-то вот менее предсказуемая она теперь стала, ну или он. Но для вас, мои дорогие, какие-то тайны уйдут, потому что многое проясните. А что придет взамен? Победа, мои дорогие. Вот так вот здесь. И мы говорим, десятка пентаклей — это сразу несколько сфер. Победа, что придет взамен. Та победа, которую, да, ряд вопросов вы решите, я уже об этом говорила. Перевернете, может быть, некоторые ситуации, и на события взгляните сами по-другому, и поймете, елки-палки, а ведь правда, я не видела раньше или не видел каких-то подходов.
но и пространство вам словно помогает. Но если восьмерка это где-то рутина, вот как знак судьбы, правда, примите это во внимание, потому что когда выпадает эта победа — это у кого-то может быть, знаете, как популярность, рост вашей популярности, внимание, безусловно, к вашей персоне. Это какие-то достижения, все-таки жезлы, дела, работы, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Вот такие основополагающие вопросы, и вы в них победитель. Больше у вас ресурсов. Но, говорит карта, держи контроль. Вот это рутина. Как только ты этот контроль ослабишь, и контроль это вовсе не значит, что мы ежеминутно кому-то или ежедневно что-то доказываем. Нет, мы просто постоянно контролируем. А если ослабим этот контроль, все может пойти наперекосяк. Будьте внимательны. Есть у вас какие-то победы с 1 по 10 октября, но мало как будто самих по себе побед. Еще важно это продолжать или продолжать контролировать. Личная жизнь. Бесконечный дождь. Так называется эта карта. Видимо, ну, не все вас радует. Хотя вверху шикарная карта. Казалось бы, что тебе надо, правда? А вот есть, мои дорогие тельцы, что вас все-таки что-то не устраивает. Может быть, и многие вопросы постепенно, шаг за шагом разрешаются. Но это, знаете, когда нет вдохновения абсолютно. Казалось бы, ну что, девушка смотрит в окно, и вот эти вот 4 кубка, они наполнены, кстати. Чаще они пустыми изображаются, но именно в этой карте они дождевой водой наполнены. Они наполнены каким-то прежним состоянием, когда я тут вижу, все-таки некоторые, видимо, вопросы у вас пока ну, не подходят к какой-то своей финальной точке. Может быть, почему? Либо не совсем все идет так, как вы предполагали, да, или вот это вот, знаете, как победа есть, но это не тот момент триумфа, который, может быть, вы мечтали, или когда много усталости дает эта победа. И когда вы понимаете, что, да, какой-то этап пути уже пройден, может быть, много сделано и ошибок, вы даже это можете признавать, а вот как будто силы-то истрачены полностью. Я тут больше вижу, вы знаете, по этой карте, если мы уже рассматриваем все остальные карты, нам говорят, успевай-ка ты отдыхать, телец. У тебя будет совершенно необходима какая-то перезагрузка. Вот даже, к примеру, да, скажем, если мы говорили о рутине, значит, нам потребуются как физические силы и настойчивость для решения финансовых вопросов, просто даже для контроля, для того, чтобы, может быть, правильно с учетом Верховной Жрицы работать с информацией. Может быть, и вам приходится менять буквально свой имидж. Конечно, карта говорит, что завершается период вот этого бесконечного дождя. Но, видимо, с 1 по 10 октября, ради честности, правды, я должна это сказать, не все вопросы будут все же решены. Постепенно, может быть, вас судьба выводит из этого заточения, мои дорогие, но вот так сказать, что вот прям одним махом, да, или мы проснулись, и все вопросы решены. Ну, пожалуй, нет. Ладно, давайте посмотрим финансы. Вообще волшебные карты, я вам должна сказать, для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, ваши дети, внуки, вас будут поддерживать и радовать. 2 десятки. Ну, почему-то телец. Вы знаете, ведь все ведь неплохо. Посмотрите, и победа, и 2 десятки. На самом деле, откуда же тут вот этот бесконечный дождь? А вы знаете, я скажу так, это лично ваше какое-то чувство. Это ваше личное восприятие или усталость. Слишком победа какой-то тяжелой ценой далась. Вот этот момент, он есть. Но ваше окружение вас тут будет как раз больше радовать. И 10 чаш — это и приятные эмоции, это и радостные какие-то победы на финансы. Правда, на самом деле, мои дорогие. Но опять же, может быть, вы реалисты, мои дорогие тельцы, и поэтому вы понимаете, вот эту победу мне ведь действительно приходится удерживать. Иначе, если я что-то не удержу, все пойдет наперекосяк. И это требует от вас как и душевных сил, может быть, и физических, может быть, напряжения какого-то, и от напряжения вот на личную жизнь, на взаимоотношения. Мы как опустошенные, вот как пустые бы были эти 4 чаши, но они наполнены
дождевой водой, то есть, по сути дела, чем-то прошлым. Не новизна. Для тех, кто один или одна, я не могу сказать, что вы буквально в эти 10 дней можете встретить человека, который, ну, как будто наполняет вас новыми эмоциями, скажем так, в общем. Ну, я и не говорю, что этого не может быть, мы все разные, потому что все же 2 десятки, но вот по личной жизни есть какая-то либо боль, либо тоска. Что-то все равно, ну, как заноза, не дает покоя. Ладно, дела, согласования. Ну, может быть, не все согласования по части личной жизни или не достигнуто полное взаимопонимание. Может быть, это, знаете, какая-то история личной жизни, которая закончилась ничем. Она вроде бы и не закончилась, но она вроде бы и не продолжается. Четверка ведь это статика, ничего не развивается. А по принцессе чаш это наше желание. Вообще энергия – это хорошее настроение. Вот на дела, на работу, на бизнес я могу сказать, что хоть и тяжеловато победа, удерживать тоже не так просто. Может быть, просто, мои дорогие тельцы, вы бросите все свои силы именно на согласование, на достижение собственных и укрепление позиций, каких-то намеченных планов. По сути дела, на эту победу, а на личную жизнь у кого-то просто не остается сил. Но все же это небольшой период, правда? Всего лишь 10 дней. Ну, посмотрим на последующие прогнозы, как дальше будет развиваться, да, события будут. Но хорошее настроение все-таки у вас будет. Помощь, как будто есть и люди, на которых вы можете опереться. Это уже неплохо. Но уделите внимание самим себе, хочется сказать. Пожалейте себя. Я не про ту жалость, когда какой-то сюсю-ля-ля, да, вот это ни о чем. Но как минимум отдых, восстановить силы вам явно будет требоваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.